Всем привет, меня зовут Сергей Перетягин, и в этом видео я покажу, как во время самоизоляции я самоизолировался и научился делать кирпичную кладку облицовочным кирпичом. В этом видео я покажу абсолютно весь процесс. И к концу данного видео вы поймете, здесь нет ничего сложного, главное практика. Расскажу о некоторых нюансах и фишках, которые упростят работу, и, конечно, поделюсь тем самым секретным ингредиентом, который я добавляю в раствор, и он делает его более пластичным. Для приготовления раствора нам потребуется песок. Желательно его просеять. Я использую соотношение 3 к 1. 500 цемент, речной песок. Конечно, в целях экономии можно использовать соотношение 4 к 1. У меня есть бетономешалка, так как я люблю все механизировать. Но если у вас такой нет, то замес можно сделать вручную. Всегда сначала высыпаем песок, и только после этого цемент. Пару минут все это дело перемешивается, и только после этого мы добавляем воду. Правильный замес раствора – это уже 50% успеха. Если добавить мало воды, то раствор будет слишком густым, и с ним будет просто тяжело работать. Но если перелить воды, то раствор будет слишком жидким и будет просачиваться и проваливаться сквозь щели кирпичей. Чтобы не перелить, именно поэтому я добавляю воду постепенно. Если раствор прилипает к стенкам бетономешалки, значит нужно опустить ее чуть пониже. Порядок. А вот и тот самый секретный ингредиент. Всего 2 капли обычного жидкого мыла для рук, и раствор приобретает невидимую ранее пластичность. С ним намного приятнее и удобнее работать. Вот это то, что надо. Набираем в ведро и пойдем к следующему этапу. Для более легкой и ровной кладки кирпича нам потребуется следующий инструмент. Мастерок, молоточек каменщика, а также нам потребуется квадратный пруток, наш самый главный помощник в моделировании ровных швов. Нарезанные по размеру в 45. У меня их 2 штуки и 2 по 20 сантиметров. Если вы не профессиональный каменщик, то без них такого ровного шва добиться будет очень сложно. Первые ряды кладки приходится возводить на карачках, поэтому лучше позаботиться о своих коленочках. Далее мы выставляем углы по уровню, не забывайте использовать также отвес. Натягиваем леску и натягивайте ее хорошо, потому что на длинное расстояние она сильно провисает. Также за место шнурки можно использовать рыболовную леску. Она легко натягивается и практически не провисает. Такой лайфхак вам в помощь. Для того, чтобы кладка шла быстро и весело, я наношу раствор сразу на несколько кирпичей. Как именно я это делаю, я расскажу чуть позже, более подробно. Пока посмотрите сам процесс. Создание кирпичной стены – это больше, наверное, даже творческий процесс, поэтому пусть вас не смущает, что иногда приходится отбивать по кирпичу барабанную дробь, но если это требуется для создания красивой ровной стены, ну, значит пусть так и будет. Нечего лениться. Обязательно все излишки раствора сразу убираем обратно в ведро. Кирпич очень быстро всасывает воду из раствора. Уже подсушенный раствор в ведре пару раз помешать, и можно снова с ним работать. Все внутренние швы я сразу заделываю мастерком. Это выглядит красиво и аккуратно. А по внешней стороне стены я прохожу квадратным прутком.
И шов получается просто загляденье. Сначала по горизонтальным швам, потом по вертикальным. А теперь я покажу, как именно я наношу раствор на горизонтальные и вертикальные швы. Здесь сам процесс еще более творческий и требует времени и терпения. Я уже наловчился работать с раствором быстро, поэтому накидываю его сразу на 6 кирпичей. Мне так быстро и легко работать. Но если тут замешкаться, то раствор в самом начале уже успевает подсохнуть. И тогда уложить первый кирпич становится очень сложно, а иногда в принципе невозможно. Приходится снимать раствор и все переделывать заново. Поэтому, если вы еще не наловчились, раскладывайте раствор на 3 кирпича. Со временем навыки у вас улучшатся, скорость возрастет, и тогда можно будет добавлять 4, 5 и даже 6 кирпич. Я обещал более подробно подойти к процессу нанесения на сами кирпичики. Для этого нам снова потребуется пруток. Выравниваем по плоскости кирпичи, кладем пруточек на край, придерживаем и начинаем разносить раствор. Здесь главное, как я заметил, вымазать как можно равномернее все углы. И потом смотрите, я делаю проскальзывание. Проскальзывание нужно для того, чтобы закрыть какие-то полости, образовавшиеся в растворе. И нарезаю. Как видно, в этом ничего сложного. Просто нужна практика, и руки сами привыкнут делать это хорошо.
Да, и не буду лукавить, иногда приходится иметь дело и с такими сложными местами. Но ничего, справимся. И напоследок, незаменимый инструмент каменщика. Обычная кисточка поможет довести швы нашей кирпичной кладки до совершенства. Но это нужно делать именно в тот момент, когда уже раствор немножко подсох. Просто проходимся и удаляем какие-то остатки песка. Либо вот такие вот сложные места можно доделать, и они будут намного эстетичнее. Ну а если видео было полезным и познавательным, не забывай большой палец кверху, подписывайся на канал, чтобы не пропускать новые выпуски. С вами был Сергей Перетягин, до новых встреч в эфире, пока.